Ребят, всем доброе утро. Ну что ж, начальство приняло решение устанавливать новый котел, автономку. В данный момент 6 утра, и я жму в город, в Нижний Новгород. Потому что решили все-таки не испытывать судьбу, ремонтировать там старую, потом она начнет фиговничать, то работать, то не работать. Лучше поставим, как говорится, новую, на гарантии, с документами и все такое прочее. Вот. Ну и посмотрим, как будет работать. Посмотрим, что за печка, как, чего, сколько она будет греть, как будет греть. Все это увидите. Ну а пока движемся на Нижний Новгород. Ребят, по поводу турбины, пока подождем. Сделаем котел, печку, и там посмотрим, как будет расход масла. Вот сейчас Верхопольская гора, такая чудесная гора. Вылетел на 5-й просто без базара. Ну, правда, разогнался я 90 перед горой. Так что будем смотреть, экспериментировать. Это может быть даже и не турбина, вот, а просто недомытый кулер был. Так, ребят, ну вот почти стало и светло. Так, подходим мы к обводной, окружной, объездной, короче, к М7. То есть нам нужно под мост и туда, через реку, на М7. Дорога, как всегда, только ее сделают, сразу же она будет убитая через полгода. Вот смотрите, что одни, блин, ямы, объезжать-то, блин, опасно. Так, все, народ, уходим с обводной на 7-очку. Так, ребят, ну что, мы на 7-ке. Вот. Нам нужно в Нижний... Так, врубил вот я навигатор. Нам нужно в Нижний приехать на Коновалова 9. Нам надо будет уходить налево. Это Дзержинский пост, походу. Ребят, вот что значит дизель, да? Вот закрыто все здесь. Все буквально. То есть, вот почти я доехал до Нижнего, 100 с лишним километров. И вот температура 80. Видите? И вот только сейчас, вот, ну, прям чувствуется, и пошло тепло, уже становится жарко. А так, блин, дубак в этом автобусе, честно, он не греется. Вообще нифига, закрыто полностью все. Вот. И вот и представьте, что сколько я проехал, ну, до города, он нагрелся. И что я езжу на работе, то есть там 25 километров, грубо говоря, он просто не успевает нагреться. То есть едешь в дубаке постоянно. Вот для чего нужен и подогрев, и как бы, ну и котел сам по себе, чтобы хотя бы более-менее, чтобы было тепло. Так, ребят, вроде как на месте. Вот написано. Вон, видите, на углу дома. Коновалова 9. И вот автосервис Уравто для грузовых автомобилей. Ну, не знаю, сюда, не сюда. Сейчас механик сказал, позвонит, узнает, куда именно мне нужно будет быть. Так что будем ждать звонка. Так, ребят, оказывается, автосервис еще с 9. Вот. То есть механик мне говорит, подожди, типа в 9 часов, скорее всего, все придут. И уже будет ясно, куда там. В ворота заходить или куда. Запчасти, я так вижу, уже здесь в доме есть. Я так понимаю, бегать не придется, наверное, я думаю. А то, может быть, скажешь, там шланг или еще что-нибудь, хомуты там. Ну, я не знаю, что нужно будет. Я думаю, у них, наверное, все есть, все под рукой, если они специализируются на установке котлов, печек и тому подобное и так далее. Все, заезжаем. Ворота, но 9 еще нет. Сказали заехать на территорию и ждать. И ждать, они подойдут к 9. Ну еще, правда, полчаса. Ладно, будем ждать. Котик, хватит бегать под колесами. На воротах что написано? Центр климатического оборудования. Так, ну все, вроде нормально. Заехал я в бокс, короче. Вот. Сейчас автобус отогревается. Температура вот сейчас нагоняется в боксе, чтобы было тепло. И вот такая, значит, установка. Так, ребят, вам видно, нет? Потому что в тот раз было все отсвечивало. Ставьте на паузу, читайте. Вставка в коробке, вот она. Это, конечно, мощнее, чем была, которую я снял. То есть у меня была на 20, а здесь
30. Видите? Вот, ребят, гарантийный талон. Фильтр. Болтики все. Насос. Ставьте на паузу, читайте. Ну, в принципе, все то же самое, только мощнее. Так, ребят, это паспорт насоса. Геотехнические данные. Производительность 6500 в час. Так, длина отверстий под установку, короче, котла, печки. То есть она подходит. То есть пересверлить не надо, ничего не надо. То есть монтаж насоса, насос так будет, и отсюда будет сюда. Вот, примерно. То есть так и вот. Ну, пацаны залезли под автобус. Там даже непонятно, как они обрезали. Даже мастера не могут разобраться. Как тут нафигачили делов. Ну вот он, шланг идет. Туда подходит. И в круга. Так, ребят, ну что, насос по отверстиям совпадает, сама печка совпадает. Вот единственное, что если кто-нибудь из вас будет когда-нибудь делать, никогда не выбрасывайте раньше времени переходники, шланги и все такое. То есть я говорил, что надо было взять, привезти. Вот сейчас, блин, нет вот этих вот железных переходников. Если что, посмотрите в том видео. Я показываю на эти переходники. То есть из больших шлангов, ну, большой шланг вставляется железный, и потом выходит такой маленький на 19 вроде на шланг. Вот. Сейчас в данный момент этих переходников нет. Вот поехали искать. Откручивай. Потому что обратку надо сначала прикрутить. Да и шланг там, мне кажется, тоже проблематично будет на это, да? Тут натянем. Сейчас я шланг накручу. Топливо, обратку? Да. Ну да, сюда не подлезешь уже. На больше штата печка меньше, а это больше. Так, все, насос закрепили, печку закрепили. И сейчас подсоединять провода. И уже потом, когда привезут уголок и переходники 2 железных, уже будет подпитывать, ну, тосол, шланги. Ребята, вот смотрите, 2012 год, да? Сейчас 21. Смотрите, как съедает железо. Просто прям вообще. Ну, это, видите, запенен, но это не я пенен. Здесь работали на нем специалисты высокого профиля. Вот они пенили. Проводок-то. Ну все, хватит, наверное. А ее можешь вот сюда вывести или куда? Вот туда. Вот она была. Вот эти две. Вот это? Да, может вместо них. Она пойдет, мне кажется, да. Так, ребят, все-таки я решил кнопку эту, которая здесь была стандартная, вот в этом арте, поставить ее назад, тут вырезать и поставить новую уже рядом. Она, видите, здесь получается и щель, а это как бы, ну, встает нормально. То есть ее сейчас вырезать вот здесь, ну и там фишка будет воткнута, как бы, чтобы не было тут этих отверстий. Че, сейчас они там тянут провода снизу, вот, вытянут провод. Видите, какой длинный, то есть офигеть, хватит на любую тачку, на любой длины, и выведут туда уже. Сколько воды налилось с крыши. Снег там никак уже не отряхнешь. То есть кабели вывели, вот, лишнее обрезали, потом обрезали от фишки, фишку потом, ну, присоединили, все тут все грамотно, изолентой замотали. То есть сейчас привезут переходники, вот, шланги, уголки, которые нужно было взять с базы. То есть привезут, когда уже все запитают, и уже будут потом привязывать, пускать там все грамотно этими стяжечками пластмассовыми. То есть все стянут, притянут и уже кнопку поставят сюда. Будет отдельная кнопка. Как-то так, ребят, как-то так. Короче, вот это переходники. Все покажу, расскажу, что в описи входит. Лист упаковочный, там по книжке, все это я потом покажу. Если будете там менять местами или там другую установку или какую-то, обязательно не выкидывайте вот такие переходники. То есть вот я их не взял, хотя я говорил, давайте возьмем.
Мне сказали, не нужно, там все есть. Оказалось, что вот эти такие штучки идут. Это сейчас вытачивали в одной организации эти переходники. То есть, получается, вот этот шланг надевается на отопитель, на автономку. А вот так. Ну, то есть вот, да. А сюда уже выходит уже шланг, который идет в салон. Плюс вот уголок. То же самое. То есть это с насоса в отопитель, в печку. Вот эти вещи со старой, если задумаете менять, не выбрасывайте никогда. То есть привезите специалистам. Если не нужно будет, они вам отдадут. Ну а так в комплекте это не идет. Это уже отдельно. Вот сейчас вот кабель запитывается аккумулятором. Здесь будут стоять предохранители. И как сказали мне ребята, что если прикуривать, ну, одевать клеммы, обязательно вытаскивать предохранители. Если, ну, то есть отключать его. Если подзаряжать, не снимая аккумулятор, то есть туда, ну, плюс-минус накидывать, то же самое, его отключать. Вот, потому что может накрыться блок сразу же. Вот, они будут стоять здесь, на аккумуляторах, как бы под рукой, ну, то есть, чтобы сразу не забыть. Но я делюсь с вами просто, что мне говорят специалисты, то я говорю вам. Вот сопло, вот все гаечки, болтики, то есть все прикручено. Вот, выведено кабель управления. Ну, короче говоря, и пошел туда. Сейчас остаются шланги, подсоедините ее, и все будет зашибись. Так, монтаж первого предохранителя плюсового. Плюс будет красный, минус черный. И все, она сплавилась, да, и все зашибись. Минусовой провод. Так, вот, ребят, готовые предохранители. То есть это аккумулятор, клемма. Здесь то же самое. Вот, простые. Так, вот, ребят, второй я вам покажу. Первый уже, ну, сделали, установили. То есть вот на печку, вот железный переходник и вот шланг, который пойдет на сам радиатор уже. Ребят, пробуем. Ай. Так, ребят, долил посла. Получается, ну, литра, наверное, 3. Ну, плюс-минус, может быть, 2. Так, печку и в эти шланги. Берем, нажимаем. Ага, загудело. Как все настроим, как все сделаем, я потом, естественно, вам все покажу и расскажу. Ребят, короче, проблема. Отключается автономка. То есть она должна отключаться на 83. И она отключается раньше. То есть, вот видите температуру. И, короче, думают, из-за чего. Или из-за переходников. То есть с большого диаметра сразу на маленький. То есть, типа, она выталкивает, но не успевает протолкнуть. То есть с большого сразу маленький. И вот такой большой, 40-й, ну, длинный, я имею в виду, вот. То есть он успевает нагревать вот столько, но не успевает ее выгнать в маленький вот такой 18-й шланг. Из-за этого фиксирует перегрев и отключается. Вот. Или думают так, или что-то другое. Вот. Сейчас будут, наверное, пробовать ставить большой 40-й шланг, чтобы шел подогреватель от автономки до мотора. Вот. Наверное, будут делать сейчас так. Ребят, как бы банально это ни звучало, но за это время сейчас, наверное, часов уже 8, короче говоря, так и не сделали. Автономку установили, вот, все подсоединили, все хорошо, но она выключается. То есть она должна греть 83, малый круг мотора, и отключаться. В итоге она греет, наверное, 51 и в итоге отключается. Но хотя радиаторы по кругу все теплые, вот, но температура датчик показывает, ну, 50, а то и даже меньше. Короче, приняли решение такое. Сейчас я и возвращаюсь домой, в район. Завтра я с утра пробую, завожу. Если все будет хорошо, вот, тогда будем считать, что это была пробка, как все думают. Если нет,
тогда в следующий, когда-то там, я не знаю, они согласуют, начальники, поеду я обратно, то есть разбираться, в чем причина. Был целый консилиум, снимать я это не стал, то есть там было очень много народа, пробовали и ездили зад-назад, и по улице воздух выгоняли, типа, и шланги переделывали, переходники делали, блин, ну что только не делали, вы отключайте на все. Возможно, может быть, автономка сломана, брак, но это опять же будут разбираться, но это будет уже в другой раз. А сейчас я возвращаюсь домой. Как-то так.